Всех приветствую на канале, давно не виделись. Сегодня сразу ролик с обзором. У нас в обзоре Sugon 8650, станция на 1300 Вт, поток воздуха 200 литров заявленный, ну и действительно он прям хорошо дует. Начнем с обзора функционала. Крышечку я разобрал, чтобы уже потом показать вам содержимое, из чего собрана паяльная станция. Это чтобы не тратить просто время. Значит, сама станция интересна тем, что у нее прикольная подставка, имеет 4 пресета и кнопочка продувки воздуха. Ручка выполнена вот в таком вот стиле. Если брать именно в руку при работе с паяльным соплом, рука находится вот в таком положении, и мы можем, не переключаясь, не переходя к станции, нажимать все режимы на самой ручке. То есть фишка Сугона, они в продолжение начали делать не только паяльники, но и паяльные станции. То есть, если кто-то помнит из предыдущего обзора, у нас ручка с регулировкой от Сугона 21 Т21 была внедрена в ручку, и соответственно в продолжение этой тематики Sugon выпускает станцию с регулировкой на ручке. По подставке очень удобная подставка в плане того, что она массивная, тяжелая, не переворачивается. Есть регулировка в любом положении с помощью ручки. Также она еще может вот так вот фиксировать ручку фена. То есть можно вот так вот ее вставлять. Магниты и тут срабатывают датчики, и соответственно ручка уходит в сон. По самим вот этим наконечникам очень удобно. Во-первых, в комплекте, так, сейчас всех покажу. Во-первых, в комплекте очень много насадок. В комплекте есть турбированная с завихрению. Вот тут видно, что она выше, чем стандартная. И вот такие вот. Все даже не вмещаются в подставку. То есть наиболее подходящие по моей работе я вывесил на подставку, а остальные убираются в корпус самой станции. Там есть специальное место, сейчас тоже покажу. То есть чем примечательна подставка? Во-первых, вот этими держателями, и в комплекте идет еще вторая вот такая вот штучка, которая можно открутить вот этот верхние 3 сопла и поместить вторую. То есть для размещения двух ручек, если у вас 2 фена. Но я думаю, это не сильно необходимо. Больше все-таки в преимуществе будет то, что здесь есть удобный быстросъем. Как это работает, как это видно. Буду делать левой рукой. То есть у нас вот здесь есть определенный паз. Ручка вставляется в этот паз и снимается. Снимается очень легко. И сняли и поставили. То есть быстрый съем, очень удобный в плане работы. Сами наконечники выполнены тоже очень интересно. Сейчас покажу. Давайте оставим одно сопло, к примеру. Ну вот это пускай будет. Для тестов я вам покажу, как работает температура. Сами наконечники. Очень хорошая точечная сварка. Фрезеровочка ровная, нету нигде никаких заусенцев и так далее. То есть все сделано добротно. Так, по поводу подставочки. Тут на вкус и цвет, но достаточно массивная. Как видите, большущая. Давайте ее в стороночку уберем. Переходим непосредственно к паяльной станции по функционалу и замерам температуры. При включении вот такая вот красивая анимация. Отображение текущей температуры. Отображение вот этими мигающими, какой пресет выбран. При нажатии какого-либо пресета у нас подсветка чуть-чуть загорается на долю секунды поярче и потом обратно тухнет. То есть 4 пресета, они же дублируются на кнопке, соответственно мы этот пресет можем выбрать с помощью кнопок на самой паяльной ручке. По шуму. Сама паяльная станция вообще не слышно, как работает, слышен только выдув именно на сопле самой ручки. То есть станция тихо работает, а сопло с таким потоком
очень даже ничего работает. При выборе 200 литров, ну, будет прям сносить все. Если что-то помассивнее поставить, сдувает хорошо. Так, по функционалу, значит, почему здесь столько много кнопок и для чего какие нужны. Значит, все на самом деле очень просто. Левый ряд у нас регулирует температуру, правый ряд у нас регулирует поток воздуха. Большие клавиши у нас с точной регулировкой, то есть до 1 градуса, маленькие плюс 5 градусов, 5 литров, а здесь 1 X и 10X, то есть соответственно 1-10. Значит, по выбору, что мы можем сделать? Вот когда паяльная станция на продувке, мы с температурой играться не можем, то есть нужно для этого снять ручку. Как только она ушла в сон, здесь мы уже можем выбрать режим температуры. То есть что значит у нас вот эта первая клавиша? Шаг 1 для более точной температуры. Здесь маленькие клавиши с шагом 10. При удержании, естественно, быстро, от 100 до 550. Здесь по одному. Далее с правой стороны у нас поток воздуха. Шаг 1. Маленькие клавиши шаг 5. Максимальная 200, минимальная 0. При нуле действительно практически не дует, работает практически только нагревательный элемент, то есть воздуха практически нету, удобно. Настроил я под свои нужды, то есть накатка БГА 280, поток на 20, работа уже с непосредственно с платой 350, 300 температура, поток 50. Следующий режим 340 для более теплоемких, ну и 360 и 140 поток воздуха для более таких теплоемких и быстро сдуваемых, для которых нужен большой поток воздуха. То есть это чисто мои пресеты для работы. Дальше по функционалу. Вот эта клавиша, которая переключает, и мы видим вот здесь индикацию. Функционал, значит, ее следующий. Вот здесь видим маркировку модle. Ну, китайцы тут, наверное, промазали с названием, и должно быть просто слово мода. Какой функционал этой кнопки? То есть при режиме вот этом зелененьком у нас идет набор температуры медленно, но очень точно, то есть с идеальным градусом, то есть не будет превышения никакого, то есть минимальный набор до определенной заданной температуры. В режиме General, то есть это стандартные настройки, средняя скорость достижения определенной температуры с небольшим порогом плюс-минус там 2-3 градуса. То есть красный режим уже максимальный по нагреву температуры, то есть это определенная заданная температура будет нагреваться максимально быстро с более грубой погрешностью. То есть по сути работать можно на вот этих вот двух режимах. Как заявляет производитель, типа режим для опытного пользователя, для новичка, ну и так, для типового инженера, который занимается какими-то работами. Ну, по сути, я не сильно увидел вот этих вот принципиальных отличий. То есть, что работаем на синем, на белом, на красном и на зеленом одинаково. Единственный набор температуры. Оставим, допустим, средний, да, пусть будет он. Что по клавишам вот этим центральным? Первая клавиша — это у нас отключение звука. Индикаторы вот здесь появляются. Есть звук. Нету звука. То есть все, дальше сопровождения звукового никакого не будет. Включаем. Со звуком более, по-моему, приемлемо. Звук такой приятный, не противный. Так, вторая клавиша — это у нас переключение с градусов под Фаренгейты. Нижние клавиатуры тут не сориентируюсь,
я ей не пользовался. Вторая кнопка калибровки. Выставлена плюс 20 у меня, потому что термопара на мультиметре чуть-чуть обманывает. Я поставил так, чтобы у вас сходились показания мультиметра и термопары. По факту, по умолчанию здесь 0, регулируется вот этой клавишей. Здесь стоит 0 по умолчанию. Я добавил плюс 20, так как у меня на флюке сейчас стоит китайская термопара. Ну, чисто для того, чтобы визуально было сходство. На самом деле, потом я уберу до 0. Так как я сравнивал с основной своей паяльной станцией, показывают они одинаково. Так, то есть режим калибровки, нажимаем калибровку, удерживаем, и вот здесь уже можем от текущей температуры понимать, что у вас по датчикам в плюс или в минус. Так, теперь переходим к замерам. Сделаем вот так. Надеюсь, видно. Значит, в стандартном режиме, который у нас заявлен, давайте на пресеты перейдем. 280. Все вышло на заданную температуру. 280, 285 показывает на флюке. Давайте поднимем. 300. «340». Температуру также мы можем на ручке регулировать. Ну и 360, поток 140. Четвертая клавиша — это режим продувки. Ходит на 180 литров, и температура просто охлаждает нагревательный элемент. На 100 выключается. Соответственно, при постановке на подставку можно поставить вот так. Видите, началась продувка. Либо поставить вот так. То же самое, включается продувка. Так, ну по температуре, в принципе, все хорошо. Показания не сильно отличаются от мультиметра. При том, что в мультиметр подключена китайская термопара. Я просто под нее подстроился по содержимому на фене. То есть на фене по умолчанию там стоит калибровки по нулям. Покажем, что у нас находится внутри. Шланг приходит вот в таком виде. Это два винтика внутри, под шестигранник. Приходит с отверткой, которая позволяет это все смонтировать без какого-либо оборудования. Убираем подставочку в сторонку и переходим к внутренней составляющей. Что у нас есть? Весь вес 7 килограмм, станция очень тяжеленная. Весь вес у нас играет вот этот вот металл. Фирменный логотип. Приветствие такое, скажем. Внутри мощная турбина. Питание с фильтром стоит. Есть везде кембрики. Радиатор, блок питания
Давайте с трансформатора. Вот трансформатор с фирменной наклейкой, 24-вольтовой и 8-вольтовой обмоткой. Не такой уж он и огромный, как я изначально подумал, что вес станции и связан с трансформатором. По факту вес у нас весь уходит в корпус. Морда пластиковая, по клавишам вот эти вот хромированные, больше похожи на какой-то там, не знаю, в общем, мне, на мой взгляд, хром этот вообще не нравится. Лучше бы сделали в зеленый цвет эти клавиши. По функционалу обычные щелчки. Кнопка питания, естественно, на передней панели, что удобно. По содержимому платы внутри, которая находится, значит, давайте с платы логики. Две микросхемы управления драйверами дисплея. Сама микросхема логики, где зашита весь принцип работы. Микросхемка STS. Маркировку дальше не сильно вижу. Так, чуть-чуть уменьшаемся. Так, основная плата блока питания у нас перед глазами. Значит, какие нюансы вижу по блоку питания? Значит, управление нагревом. Далее управление скоростью вентилятора, самим вентилятором. Конденсаторы фирмы JVCO, бюджетные кондеры. Касаемо всего блока питания, все эти кондеры установлены. Тут 3300, тут 1000 на 35. Здесь маленький, не помню, но сколько. Не посмотрел, но не суть важного. Блок питания 24 обмотка и 8 обмотка. Есть маркировка на плате, дата изготовления блока питания 23.02.15. В сети видел, что уже есть свежие платы. И с чем связано, сейчас покажу. Вот видите, обратите внимание на конденсаторы, вот на эту часть. Здесь есть перемычка, то есть то, что в блоке питания в этой версии вручную дорабатывалась. Стоит перемычка. Здесь стоит перемычка на конденсаторах. И вот этот резистор, видно, что срезана дорожка и восстановлена на текстолит. То есть в следующих ревизиях вот этого вот уже нету, этих перемычек нету. Мне досталась такая. Вот, а в следующих я уже видел, на платах эти дорожки отсутствуют. Вот такая вот особенность по блоку питания. По самому содержимому особых претензий нету. Шлифа везде, термоклей, чтобы не отвалилось случайным образом. Упаковано в такую оплетку. Снизу тоже находится на шлейфу. Вес, конечно, внушительный за счет все-таки этой железяки. Так, уходим на стандартное увеличение. Ну и вот так это все выглядит. Дальше сейчас покажу, как уже в собранном виде находится, потому что собрать в любом случае нужно, чтобы это все поставить. Значит, крышка у нас основного корпуса имеет вот такую вот боковую часть. Металл тоже толстенный, крышка толстенная. Вот эти недостающие, то есть лишние, скажем так, которые деть некуда, предусмотрены вот такие вот держатели. Здесь углубление полностью заходит, та, которая идет с небольшой турбинкой или завихрению, как она правильно называется. Чуть-чуть она выше, она немножко выпирает. Отвертка для монтажа шланга. И если будете переделывать подставку, в комплекте идет еще один держатель для подставки, если вам нужно переделать под два фена. Ну тогда вы, получается, теряете доступ к трем вот этим держателям. В принципе, на этом, я думаю, можем завершать наш обзор паяльной станции. Выводы следующие.
достаточно неплохо все собрано, но, как всегда, есть куда расти. Так, здесь у нас резиночка мешает, сейчас затолкаем. Так, есть. Все, также в комплекте у нас есть еще боковая вот такая вот штучка для фена. Приходит по умолчанию с правой стороны. В моем случае я ее установил слева, потому что будет стоять наверху. Вот здесь слева. И, соответственно, паяльник этот уходит на верхнюю часть, что позволяет корпус. Сейчас покажу. И тем самым оборудование не будет друг с другом конфликтовать, скажем так, по месту его расположения. Так, сборка корпуса, все на винтах. Винтов вполне себе много. По зазорам винты все практически в идеалочку. Нигде ничего не надо толкать. Люфтов нету. Собрано добротно. И самое главное, что она работает практически бесшумно. То есть турбину не слышно вообще. Слышно только поток воздуха из самого фена. Так, ну сейчас соберу, покажу, как это будет находиться на столу. Длинные винты у нас на передней части панели, короткие на задней, на боковых крышках. Так, тут длинный не тот поставил. Так, ну и что у нас остается только фен. Шланг по-другому не вставить. Здесь есть специальный потайчик. Два винтика. Ну и отверточка, которая в комплекте. Есть же, затягиваем фен. Шланг. Что касается шланга, сейчас тоже есть небольшой нюанс. Шланг, на мой взгляд, хлюпкий. Видите, не принимает обратно быстро форму, слишком мягкий. И имеет такое плохое свойство примагничивать к себе весь мусор. Так, и находится эта отверточка у нас вот с этой стороны. Есть специальное место для хранения. Все, дальше переезжает она у меня на вот эту полку и выполняет свой функционал. Так.
Ну, так, кому интересно, в сравнении с Атеном. Давайте сниму со штатива по габаритам. То есть кажется каким-то монстром. Ну вот и та тематика, про которую я говорил, то есть продолжение, что они решили кнопочки управления перенести на ручку, на саму паяльную станцию. Так, по магазину это Caisi Store, Sugon. Как всегда, по описанию можете перейти посмотреть в сам магазин по промокоду, который будет закреплен под видео. Скидка $10 на эту паяльную станцию продавец предоставляет, так как спонсором самого этого видео является сам магазин Caisi. Так что, кто решит обновиться, пользуйтесь, пока есть возможность именно получить скидку в $10. Все, на этом обзор заканчиваю. Всем спасибо, всем пока, удачи в работе, приобретайте оборудование, развивайтесь. У меня, кстати, по оборудке очень много всего появилось нового, но пока я не снимал, чуть-чуть у меня другие задачи стоят. Тем не менее, ролики будут периодически появляться. Всем удачи в работе, всем пока.